Майкл Рубин, директор по анализу политики Ближневосточного форума и старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, жестко прошелся по Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев усилил поддержку Азербайджаном сепаратистских протестов в Новой Каледонии, французской заморской территории, площадь которой более чем в 3 раза превышает площадь Нагорного Карабаха. Решение Алиева направить доходы от продажи азербайджанского газа на спонсирование беспорядков на этой территории стало ответом на его гнев на Францию, выступающую за безопасность и суверенитет Армении на фоне попыток Азербайджана предъявить претензии на всю страну. Выступая в Шуши на прошлой неделе, Алиев снова назвал Армению «Западным Азербайджаном». Его заявление было одновременно провокационным, но обычным. Азербайджанские официальные лица и СМИ называют Армению «Западным Азербайджаном» и говорят, что вся территория Армении исторически является Азербайджаном. Выступая в 2022 году перед сообществом западных азербайджанцев, Алиев объяснил: «Западный Азербайджан – наша историческая земля. Это подтверждается многими историческими документами, историческими картами и нашей историей». И он назвал присутствие нашего исторического города, Еревана, в Армении изменой. Алиев просто бредит. Все армяне должны похвалить Францию за то, что она осознала опасность заблуждений диктатора и предприняла шаги, чтобы помешать ему действовать в соответствии с ними. Честно говоря, США, Великобритания и весь западный мир также должны это сделать. Во времена диктатуры Саддама Хусейна иракцы рассказали анекдот. На пресс-конференции журналист спросил заместителя премьер-министра Тарика Азиза, могут ли слоны летать. Азиз ответил: «Конечно, нет». Журналист продолжил, но его превосходительство Саддам Хусейн сказал, что могут. Не теряя ни секунды, Азиз сказал: «Ну, конечно, они могут летать, но только очень медленно». Дело в том, что диктаторы окружают себя подхалимами и ненравственными, которые никогда не говорят им, что они не правы. Когда диктаторы отрываются от реальности, необходимы как реактивные, так и проактивные стратегии. Оборона имеет решающее значение для сдерживания. Если бы Соединенные Штаты разместили войска в Кувейте, когда Саддам Хусейн начал угрожать стране в июле 1990 года, он бы не вторгся в следующие месяцы, и регион мог бы избежать не одной войны, а 2. Вот почему французская военная поддержка Армении так важна сегодня и почему, честно говоря, Соединенные Штаты и другие страны должны последовать их примеру. Однако по мере того, как диктаторы сходят с ума, появляются и другие возможности. Алиеву следует быть осторожнее. Его ненавидят не только бедные азербайджанцы, но и клан Пашаевых, из которого родом его жена. Она транжира. Военные недовольны возможностью того, что их сын станет преемником Алиева, учитывая слухи о том, что он аутист. Проблемы остаются открытыми, даже если партнеры Азербайджана их игнорируют. Отъезд посла Элина Сулейманова из Соединенных Штатов после 16 лет был вызван не какой-либо неудачей с его стороны, а скорее спорами между родственниками на родине. Пребывание Сулейманова в Соединенном Королевстве – это не столько честь, сколько изящное изгнание. Азербайджан может быть полицейским государством, но пока азербайджанцы говорят, западные разведслужбы слушают. Также, как злоупотребления сына Саддама Хусейна Удея в отношении девушек из элитных семей достигли кульминации как минимум в одном покушении, последствия эпизодов Ильхама, когда его отец был президентом, все еще назревают, особенно с учетом того, что как минимум одна вовлеченная девушка из элитной семьи была несовершеннолетней. Как бы Алиев не верил, что британское правительство в его лагере, потому что British Petroleum зарабатывает миллиарды долларов на месторождениях Азербайджана, они не понимают историческую двуличность британцев. Пока новый партнер гарантирует продолжение контрактов British Petroleum, Алиев – расходный материал. Проще говоря, у Франции будет много азербайджанских партнеров, с которыми можно будет работать, если они захотят, чтобы Алиев ушел. Исторически сложилось так, что в Африке Франция хорошо практиковалась в свержении лидеров по гораздо менее благородным причинам. Между тем, Британия может оказаться не тем защитником, которым ее считает Алиев. Конечно, собственная разведывательная служба Турции будет работать сверхурочно, чтобы поддержать верного доверенного лица Эрдогана, но этого может быть недостаточно.
Азербайджан может принять 29-ю конференцию ООН по изменению климата КОП-29 в ноябре 2024 года, но будет ли Алиев там председательствовать, остается открытым вопросом. Отметим, что Майкл Рубин – трампист, и я бы не обратил внимания на его публикацию, если бы не предыдущий материал от Financial Times, опубликованный 21 июля. В течение всего одной недели два западных источника, один из которых – ведущая финансово-экономическая газета Британии, дают нам понять, что западная элита недовольна алиевским режимом и все меньше склонна рассматривать его как важного партнера. Опять же, трампист Рубин прямым текстом говорит, что Лондон не будет защищать Алиева, если найдет менее токсичную замену. И это при том, что Баку молится на победу Трампа. Но даже Рубин упускает из виду тот факт, что в Британии сейчас правительство лейбористов, которые грозят Нетаньяху арестом в случае его приезда на Альбион. А Нетаньяху, как мы знаем, один из ключевых лоббистов Алиева. А еще уместно вспомнить, что часто говорит в своих видео Бидулла Манаф. По мере приближения саммита КОП-29 давление Запада на Алиева будет нарастать. А политолог Степан Григорян говорит, что США и ЕС введут против диктатора санкции, если он не подпишет мирный договор с Арменией. Если Азербайджан хочет освободить Новую Каледонию, почему он не принимает прецедент референдума? После разоблачения Азербайджана в протестах в Новой Каледонии в мае 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев удвоил ставку, пообещав спонсировать сепаратизм среди других французских территорий по всему миру. Даже если Азербайджан нападет на французскую территорию, Алиеву не обязательно беспокоиться об ответе НАТО. НАТО определяет себя географически, а не по стране, и поэтому исключает защиту заморских территорий. Даже Гавайи, которые все еще были территорией, когда была основана НАТО, не подпадают под оборонительные обязательства НАТО. Однако в дипломатическом плане сумасшедшие диктаторы также предоставляют возможности, когда западные дипломаты достаточно сообразительны, чтобы ими воспользоваться. Когда президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган потребовал пересмотра Лозаннского договора 1923 года, который установил границы современной Турции, лучшим ответом было бы потребовать возвращения Арарата Армении и возвращения Смирны Греции. Не может быть лучшего противоядия геноциду, чем демонстрация, даже более чем столетие спустя, того, что его виновники не получат постоянного вознаграждения. Алиев не умный человек. С высокомерием Саддама Хусейна или Владимира Путина он считал, что, отстаивая независимость Новой Каледонии, он накажет Францию за демонстрацию приверженности защите территориальной целостности Армении. Проблема в том, что Алиев ничего не знает о Новой Каледонии. Франция захватила Новую Каледонию в 1853 году, используя ее сначала как тюремную колонию, как британцы использовали Австралию, а затем как центр добычи полезных ископаемых. Хотя в 1878 и 1917 годах были восстания коренных канаков, они прошли. После того, как Париж пал под нацистами, жители Новой Каледонии отказались подчиняться диктату Виши и вместо этого поклялись в верности освобождению Франции. Остров быстро стал важной базой союзников. После Второй мировой войны Франция наградила жителей Новой Каледонии гражданством независимо от их этнической принадлежности и происхождения. В то время как азербайджанцы страдают как крепостные, если они не связаны с кланами Алиева или Пашаева, жители Новой Каледонии являются свободными и равноправными людьми и участниками французской демократии. Это не значит, что все жители Новой Каледонии счастливы. Есть маргинальные активисты, которые требуют независимости. Франция отреагировала зрело и уверенно. В 2018 году Новая Каледония провела референдум о независимости, на котором местные канаки могли голосовать, но недавние иммигранты на острове не могли. Результат такой – непреодолимое желание даже коренных канаков остаться частью Франции. Результат не стал исключением. В 2020 и 2021 годах последующие референдумы подтвердили результат. Проще говоря, Новая Каледония хочет сохранить свою связь с Францией во многом так же, как повторные референдумы показывают, что пуэрториканцы хотят сохранить свои нынешние отношения с Соединенными Штатами. Возможно,
Пришло время для Франции и ее союзников по НАТО потребовать от Алиева принять прецеденты Новой Каледонии для Нагорного Карабаха. Франция была уверена, что позволяет голосовать на своих референдумах только коренным и давним жителям Новой Каледонии. Нагорный Карабах был почти полностью армянским до джерримендеринга Иосифа Сталина. Советский Союз проводил тщательные переписи. В 1960-х и 1970-х годах принудительное переселение азербайджанцев сопровождало усилия советского Азербайджана по индустриализации, но азербайджанцы всегда оставались меньшинством в Азербайджане и стремились вернуться в свои родные деревни в самом Азербайджане как можно скорее. И Париж, и Вашингтон должны потребовать без колебаний или смущения, чтобы Алиев последовал прецеденту Новой Каледонии в самом Нагорном Карабахе и провел референдум среди 120 тысяч жителей, изгнанных в прошлом году, и других, которые могут доказать свое место жительства до Первой войны в Нагорном Карабахе. Действительно, такой референдум уже проводился до провозглашения независимости Нагорного Карабаха в 1991 году. Алиев может не знать историю. В то время он был в Москве, пытаясь извлечь выгоду из связи своего отца с КГБ и Политбюро, так что повторение может быть уместным. В Новой Каледонии было 3 референдума, и все они дали одинаковый результат. В Пуэрто-Рико было 6 референдумов. Сторонники независимости никогда не набирали больше 5,5%. Настало время провести референдум в Нагорном Карабахе по простому вопросу: должен ли Нагорный Карабах быть частью Азербайджана или независимым? Надеюсь, что в конце концов народ Азербайджана поймет, что их главный враг – это Алиев, который оккупировал исконно армянские земли, да и еще не говорю про армянский Нахидживан. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.